Вы на канале Заметки жизни и я, Игорь Дьякун. Здравствуйте. Когда говорят Лувр, сразу представляется Джоконда, Монна Лиза, Леонардо да Винчи, Венера Милосская или Ника Самофракийская. В этом музее хранится богатейшая коллекция сокровищ культуры мирового уровня. Ко многим экспонатам сходятся толпы посетителей. Мимо большинства посетители пробегают, едва взглянув. А зря. Начать эти заметки я хочу с одной стелы, хранящейся в крыле Сюли в экспозиции, посвященной искусству Древнего Ближнего Востока. С памятника человеку, который вообразил себя божеством, но все достижения которого, империя, которую он расширял, и даже имя его забылись на тысячелетия. Почти забылись. В главе 10 библейской книги «Бытия» имеется такая фраза. «Куш родил также Нимрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов перед Господом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод перед Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халны, в земле Сенаар». Но кто подразумевался под этим именем, до конца 19 века установить не представлялось возможным. Но сначала немного истории, хотя здесь все история. В 1849 году британский археолог Остин Генри Леард при раскопках в северо-западном дворце ассирийского царя Ашурбанапала в его столице Ниневии на берегу Ефрата нашел большую часть библиотеки, которая хранилась там, а через 3 года Армуз-Рассам в противоположном крыле дворца нашел вторую ее часть. Обнаруженная археологами библиотека Ашурбанапала, созданная в 7 веке до нашей эры, составляет около 30 тысяч глиняных табличек с клинописными текстами. Это крупнейшая сохранившаяся библиотека древнего мира и древнейшая из всех известных библиотек. Вот уж к чему поистине можно применить фразу «рукописи не горят». Царь Ашурбанапал был образованным человеком своего времени, умел писать, знал несколько языков и в душе, наверное, был историком, составляя свою библиотеку в течение 25 лет. Открытие библиотеки в середине 19 века имело огромное значение для понимания культур Месопотамии и их истории. Это стало возможным благодаря дешифровке к 1857 году аккадской клинописи, на которой были написаны тексты библиотеки, проведенной Генри Роулинсом, Эдуардом Хинксом и Юлиусом Опертом. Сенсацию в научном сообществе того времени произвело обнаружение эпоса о Гильгамеше с изложением истории о всемирном потопе, близкой к библейскому описанию. Из табличек библиотеки узнали и о Аккадской империи, первой в мировой истории, о существовании которой даже не подозревали и смутная память о которой в виде неясных отголосков сохранилась в Библии. Стало ясно, что для составителей Библии через более 1000 лет после описываемых событий образы основателя империи Саргона Древнего и его внука Нарамсина слились в едином образе Нимрода. Мало того, рассказ о великом человеке, которого мать, положив в корзину, пустила по реке и которого нашел кто-то и воспитал, в случае с Саргоном это первая такая история. После него подобные эпизоды были в биографиях и Моисея, и индийского героя Карны, и в каком-то смысле Персея или Ромула и Рема. Вот вы представьте, Саргон Великий создал первую в мире империю, благодаря первой профессиональной армии. Его внук Нарамсин простер ее от моря до моря, а от них практически ничего не осталось. И даже это изображение аккадского правителя из Иракского национального музея в Багдаде мы не знаем, кому принадлежит – Саргону, Нарамсину или еще кому-нибудь из аккадских царей. Более того, даже их столица Аккад исчезла без следа, и ее не могут найти до сих пор. Последние, кто помнил и преклонялся перед ними, были ассирийцы, правители которых во многом наследовали аккадских правителей. Но начиная с падения Ассирийской империи, о них забыли. О них забыли более чем на 2000 лет. И историки античности, средневековья и начала нового времени даже не подозревали о их существовании. Но перейдем к самому памятнику из Лувра. Победная стела Нарамсина, датируемая приблизительно 2254-2218 годами до нашей эры, временем Аккадской империи. Имеет высоту около 2 метров, изначально была выше, высечена из розового песчаника. На ней изображен царь Аккада Нарамсин, ведущий аккадскую армию к победе над Лулуби, горным народом из гор Загрос, территория современного Ирана, о чем повествует и клинописная надпись на аккадском языке, правда сейчас от нее мало что осталось. Фигура царя, изображенная в верхней центральной части, больше по размерам, чем все остальные персонажи.
которые намного меньше и могут смотреть на него только снизу вверх. Уникальной особенностью является то, что Нарамсин изображен в шлеме с бычьими рогами. Шлемы такого типа во времена создания этой стелы носили только боги. Это говорит зрителю, что Нарамсин не только обладает властью, но и божественным статусом, что до него никогда не использовал в своих воплощениях предыдущими правителями. Он изображен не проявляющим милосердия к своим врагам, топчущим и разящим жителям Лулуби, умоляющих его о пощаде. Жители Лулуби изображены в резком контрасте с аккадскими воинами, представляя собой неорганизованную хаотическую массу против организованно выстроившихся аккадцев с копьями и штандартами. Цивилизация и порядок в понимании аккадцев против дикости и варварства. Божественность также представлена 3 солнечными звездами, изображенными в верхней части стелы, символами бога солнца Шамаша, наблюдающего таким образом за битвой. 3 звезды над царем, на которые он смотрит, показывают, что хотя Нарамсин является богом, он все же не самый могущественный из богов. Посмотрите внимательно на изображение этих звезд в верхней части стелы. Аккадцы изобразили их 8-конечными с еще дополнительными волнообразными лучами. Когда древние изображали воду в виде всем нам известных с детства волнообразных символов, это понятно. Но почему древние шумеры, а за ними и аккадцы применили этот принцип к изображению лучей света ближайшей к нам звезды – Солнца? Или они уже тогда знали о волновой природе света? А если знали, то каким образом пришли к этому? Или это остатки древних знаний, переданных человечеству кем-то на заре цивилизаций? И правы фон Деникин, Захарий Сичин и другие в своих гипотезах о палеоконтакте? Но вернемся к стеле. Несмотря на все усилия, Аккадская империя просуществовала 180 лет при правлении всего 7 царей. Жесточайшие методы захвата соседей, террор на захваченных территориях восстановили против них все соседние народы. И эта ненависть не исчезла и спустя 1000 лет. Стела, прежде чем попасть в Парижский Лувр, изначально происходившая из города Сипар в Месопотамии, была найдена в Сузах, столице царства Элам, в Южном Иране, в 1898 году французским археологом Жаком де Морганом. Как она там оказалась? Ненависть к Аккаду была так велика, что и через 1000 лет, вы только вдумайтесь, 1000, эламский царь Шутрук-Нахунт в 12 веке до нашей эры, считавший себя потомком народа Лулуби, завоевал Сипар и вывез стелу в Сузы в качестве трофея. Шутрук-Нахунт сохранил древнюю надпись, что свидетельствует о его уважении к победе Нарамсина, однако добавил свою надпись эламской клинописью, провозглашавшую его собственную славу и рассказывающую о том, как стела была вывезена из города после разграбления Сипара. Вот так он отомстил за некогда унижение своих предков. Если кто-то думает, что на жестокости и крови можно построить империю, пусть чаще приходит в Лувр и смотрит на эту стелу. А еще вспоминает империю Цин-Ши-Хуанди, которую он предназначал править Китаем на протяжении 10 000 поколений, но закончившуюся через 14 лет. Или тысячелетний рейх, просуществовавший 12 лет. И еще. Не знаю, связано это с деяниями древних ассирийцев, государство которых прекратило свое существование 2500 лет назад. Но современные их потомки в 19 и 20 веках пережили несколько крупных геноцидов и, к сожалению, подвергаются преследованию и сейчас. Вот такие истории может поведать стела, хранящаяся в Лувре. Если будете осматривать экспозицию музея, не проходите мимо. Задержитесь возле нее. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. До свидания.